Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирасьоне. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что по судьбе в этот период. Астрологически очень много энергии в вашем знаке зодиака. Солнце в Рыбах по 19, с 20 только перейдет в Овен. Марс, мои дорогие, именно в вашем знаке зодиака. Но еще это происходит у нас все на фоне ретроградного Меркурия, а ретро-Меркурий мы всегда знаем, что это у нас дежавю. Поэтому здесь может какая-то ситуация словно возвращаться из прошлого. Но возвращается именно для того, чтобы окончательно завершиться. В чем-то расставить как по местам, навести порядок, и одновременно закладывается фундамент нового жизненного цикла. Будьте внимательны к знакам. Вы обладаете как чуйкой, интуицией великолепной. И здесь может казаться словно мистика, или все происходит совершенно не случайно. И так оно на самом деле и есть. Для вас сейчас вот именно до 20 марта конфигурация всех планетарных транзитов складывают какую-то возможность, ну, как новый порядок в жизни, новую организацию. Но для этого совершенно необходимо что-то стабилизировать. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Ну и узнаем, какие же знаки судьбы, какие подсказки дадут вам карты. Что будет примечательно, что по судьбе, 3 карты как знак судьбы, что случится, что произойдет или что нужно знать, что важно услышать, мои дорогие, именно сейчас, как акценты. Открыты двери или закрыты? Можем спросить у карт. Может, куда-то сами не пойдем? Ну, посмотрим, какие знаки вам дадут карты. И коль уж мы с вами говорим о ретро-меркурии, а это может быть ситуация, смотрите, для кого-то из вас это вы будете продолжать решать те вопросы еще где-то в марте, которые, может быть, были или случились, или какая-то ситуация, квинтэссенция даже еще с конца февраля. Именно потому что, опять же, планетарные транзиты там на самом конце февраля, как именно петля Меркурия началась 28-го, но это еще и совпало с парадом планет. Поэтому, правда, где-то в этих датах, плюс-минус 2-3 дня, здесь могла быть какая-то история. Ретро-Меркурий мы говорим, поломка приборов, или когда и явно этот прибор или что-то, то, что выходит из строя, оно барахлило. Нам как будто давало весточку. Но мы думали, ну, как-то оно и работало, и будет продолжаться. Или это может быть связано с какой-то историей, коммуникациями, может быть, с документами, когда тоже мы-то вот думали как-то одним образом, а здесь нам как будто судьба возвращает на доработку, или мы что-то должны переделать. Поэтому так вот мудро отнеситесь к этому периоду. И наша следующая карта, если мы говорим ретро или жизнь в стиле ретро, что неожиданно может быть из прошлого, в чем вы поставили точку, а оказалось продолжение следует. Что скоро случится или произойдет, как главное событие с 10 по 20 марта? И к чему это все идет? Что будет дальше? Личная жизнь, любовь, взаимоотношения в целом. Что ждет рыб с 10 по 20? Что ждет с 10 по 20 в финансах? Ну и сфера достижений, работы, учебы, у кого-то документов, важные встречи, контакты. Короче, у кого тут что. Итак, давайте будем узнавать. Первый знак судьбы, рыцарь кубков. Тут какая-то радость, это точно. Ну, как будто радость, она-то есть, но это ненадолго. Все же предполагается, что мы чего-то можем не видеть. С другой стороны, это вот какое-то воодушевление или душевный подъем, хорошее настроение. Но есть в этот период что-то отрезвляющее, как будто нашему дверь или грот вот этот, да, он открыт. Но для того, чтобы туда попасть, нашему рыцарю нужно через водопад пройти. Словно леденящий душ. А что это такое? Вы знаете, тут какие-то документы вам могут, как вернуться, может быть, на согласование, на подписание или буквально по судьбе. Вот это правда. Аркан правосудия как карта кармы. Вот в этот период вы будете окончательно расставлять все точки над «и». И не приблизительно, если раньше, может быть, вы сумели с кем-то договориться, а потом как воз и ныне там. Какая-то тема возобновляется, опять что-то повторяется. И, может быть, это для нас как этот
Холодный душ, отрезвляющий. Мы на кого-то надеялись, оказалось нет. Время принимать какие-то решения, очень важное. Возможно, вам приходится с кем-то договариваться. Потому что вот смотрите, дверь закрыта, да? И ни ключа, ни замка. Трое спорят на ступенях. Вот когда они договорятся, эта дверь откроется. Возможно, вам придется с кем-то договариваться. Я не исключаю, что здесь все уже ситуация из прошлого, потому что как причина и следствие. И значит, здесь может быть так. Смотрите, когда прежде, может быть, была сложная ситуация по финансам, и вам тут что-то придется переиграть, или, ну, какая-то сложность финансовая тоже отчасти возвращается для того, чтобы вы что-то переиграли, переиначили, видоизменили, а у кого-то это будет касаться именно взаимопонимания. Но карта кармы действует, да, если мы говорим, если вы что-то сделали прежде хорошо, то тогда вам как пространство, Вселенная будет давать возможности решить или помощь, может быть, руками других людей решить какую-то свою тему. А что это? Ну вот посмотрите, 2 пятерки, мои дорогие. Вы как выбираете что-то. Для вас ситуация, я смело скажу, выбора. Может быть, этот выбор вот как между двух зазеркалий, действительно. У меня есть 2 статьи на сайте, и я вас приглашаю, все ссылки в описании под видео. На Называется "Петля реальности". Вот, писала-то я её давно, но это где-то вот об этом периоде тоже, потому что петля Меркурия, ретроградность. Так вот, мы можем находиться как будто между двух зазеркалий: зазеркалье прошлого, зазеркалье будущего. Может и казаться, что это мистика. Судьба возвращает какую-то возможность, о которой, может быть, вы даже это не возможность, а мечта. Вы что-то хотели прежде осуществить, а к этому вообще раньше не было ни предпосылок, ни ресурсов, ну, может быть, и времени. И вот здесь эта возможность создается, но вы к этому времени уже адаптировались к тому, что есть. Вот здесь что-то переиграть, переиначить, передумать или обдумать как будто заново. 2 карты пятерки всегда недостаток. Нам говорят: "Тебе ж куда-то не надо". Вот как образ, да, этого человека. Да, вот уже взял так вот кувалду, решительно подошел к этой кладке. Эх, сейчас размахнусь. Но как будто замирает, стоит и думает. И карта говорит: сил хватит разнести вообще в щебень, наверное, эту кладку. Но это не гарантирует тебе, что то, что ты увидишь, тебя обрадует. Вот будьте готовы к каким-то, может быть, и неожиданностям. Вообще бы я бы сказала, тут как-то по-мудрому решать нужно вопрос. Но так, чтобы согласовывалось с законом. Явно есть какая-то тема с законами, с документами, с вышестоящими либо инстанциями. Может быть, у кого-то буквально проиграется. Есть человек, который рожден под знаком зодиака Овен. Все же император это у нас Овном соответствует или имеет там асцендент, почему бы и нет. Но, значит, это может быть или какое-то сотрудничество, но тут тоже его нужно рассматривать в рамках такого стабильного тогда партнерства. Здесь вообще без иллюзий, о чем нам говорит карта. Время прощаться с какими-то или иллюзиями, или, знаете, как это период перехода от того, что мы хотели бы, может быть, осуществить. Но вот есть на злобу дня реальность. Вот из этого надо исходить. Как будто вот назад нельзя, мы не должны себя отбросить. Не в какую-то ситуацию, как остановки или какого-то беспросветного ожидания, или когда мы упустили время и снова потом, ну, как себе говорим: "Эх, ну что ж ты тут вот, как-то не сориентировался вовремя", или "Что ж ты тут побоялся", или засомневался, правда? Вот такое может быть. А Определить, как будто на берегу, да, обустроить свои тылы более надежные. И это не совсем мечта. Видимо, для того, чтобы осуществить какой-то проект, у вас вот именно сегодняшняя жизнь, она должна перейти в какую-то стабильность. По крайней мере, я вижу именно так, потому что 2 пятерки. Королева кубков — это может быть как вот образ нам, да? Это образ наших мечтаний, но это ведь и ваша карта. Это карта наших ожиданий. Иногда по этой карте проходит безусловная любовь. Вы умеете любить, мои дорогие, это правда. Но иногда по этой карте это та любовь, которая доходит до самопожертвования, потому что именно бесконечный какой-то альтруизм.
Ну, может быть, вот я тут больше вижу, как будто пространство, карма для вас создает, может быть, условия, ну, или условности какие-то, или как шанс вам какой-то дает, за который обязательно нужно зацепиться. Это ведь карта шестерка Пентаклей, помощь высших сил. Вы добрые люди, поэтому с 10 по 20 вот благодаря вашей доброте. Может быть, вы даже забыли, не помните, кому вы что помогали. Ну вот, значит, либо какой-то человек откликнется, или пусть в одном из кабинетов, да, если это приходится путешествовать по чиновникам, вы больше увидите участие. Или когда человек, может быть, да, который действительно, может быть, у кого-то с человеком будет связано, когда он когда-то проявил равнодушие, а может быть, и совесть заграла. Ну, кто знает, иногда такое бывает. Или помощь все равно. Я тут вижу вам, как, может быть, высшие силы помогают руками других людей. Но я должна сказать, это может быть еще и решение финансового вопроса. Тут, правда, ведь это карта финансового успеха. Может быть, кто-то будет определяться с работой. Третий знак судьбы. Но приготовьтесь к тому, что ну, вам как будто нужно выверить собственные внутренние часы с теми настройками вашей души, которые вас как зовут к чему-то. Или пусть это то, что вы хотите, цели, когда, которых мы достигаем. Но вот тут действительно есть то, что именно земное, что пока еще требует внимания, или какой-то организации, мои дорогие, или системы. Ведь это организация, по сути дела, организация нашей жизни. А система– это у вас как правосудие, как карма. Вот здесь что-то нужно правильно построить или сложить в какой-то красивый узор, прежде чем мы пойдем дальше. Карта говорит, что вам никто не мешает, но здесь, по этой карте, именно ты сам, как будто или ты сама должна с чем-то определиться, именно в вопросах работы и финансах. Ну и, видимо, к этому есть возможность. Может быть, это для кого-то будет даже предложение по работе. Ну, мои дорогие, тогда не рискуйте. Выверяете, высчитываете, может быть, буквально ваши риски в каком-то деле или ваше участие. Но нельзя здесь быть слепым. Здесь вот именно все карты призывают быть практиком, реалистом, а остальное, видимо, высшие силы вам помогают. Ну, давайте узнаем, что же там из прошлого, возможно, и неожиданно, а ведь и правда. Аркан влюбленные. Вы снова перед каким-то выбором. Для кого-то этот выбор будет, может быть, и по части личной жизни, а у кого-то работа, может быть, и учеба. Королева жезлов. У кого-то будет связано конкретно с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Может быть, это весть какую-то вы от этого человека услышите. Для кого-то из вас вопрос будет связан с поездкой, с переездом. Может быть, и фигурирует конкретная персона. Ну, может быть, это даже асцендент имеет человек в этом знаке зодиака. И даже сам может не знать. Не все люди знают, потому что надо знать точное время рождения, поэтому, увы, асцендент знают не все. Ну, или где-то вот человек в этих энергиях, потому что по королеве жезлов это та, которая о себе много не рассказывает, она умеет хранить тайну. Где-то и вам об этом тоже говорят. Мы правильно работаем с информацией и правильно распоряжаемся деньгами. Вот где-то подобная ситуация в целом может сложиться, и из этого вытекает какой-то вывод. Но для кого-то из вас может быть действительно либо переезд, а вообще это карта успеха и перемен. В целом же, если мы скажем, этот аркан старший, это, знаете, какие-то внешние события, которые складывают для вас сюжет из прошлого, но в совершенно каком-то новом измерении, продолжении. Ведь правда, мои дорогие рыбы и рыбки, тут какая-то ваша заветная мечта может получить уже как первые шаги, практические шаги. Не отказывайтесь. Может быть, для кого-то из вас по аркану колесница здесь как пространство, эфир, интернет. Это может быть работа, которая связана даже на дому из любой точки мира. Когда куда бы ни поехал, я всегда знаю, что я могу себе деньги как бы на жизнь заработать, да. Для кого-то из вас это будет карта, связана с тем, что желание само по себе путешествовать, видеть мир. Для кого-то это будет изучение иностранных языков, у кого-то языка программирования. То есть настолько емкая карта, это, знаете, наши желания. Это вот, знаете, как внутренний какой-то огонь, когда мы хотим это осуществить. И даже если вокруг все против или там нам что-то говорят, нам уже все равно где-то.
И ведь этот возничий управляет повозкой силой мысли. Нет вот этих вожжей буквально. Вот это и есть ваш интеллект. Работает по максимуму. И это как-то связано с прошлой ситуацией. Так что же там как главное событие скоро случится или произойдет? А вы знаете, вы с кем-то можете строить новые планы. Или с человеком, пусть это тот человек, которого вы уже знали. Здесь буквально какой-то совместный рост или совместный проект. Может быть, это новый проект. Человек старый, известный, а проект новый. Или какая-то задумка. Ну, может быть, и какая-то помощь, да, но в каком-то новом эквиваленте. Или сотрудничество. Здесь все-таки именно рост через сотрудничество. Очень добрая карта. Вы не одни, у вас есть помощники. Это факт. Так что же скоро случится? Ух ты, победа, мои дорогие. Вторая карта победы. Правда? Ну, не буду повторяться. Но как-то развиваются события. Причем по аркану колесницы могут быстро развиваться события. Будьте к этому тоже готовы, как к повороту, судьбоносному повороту. Ух ты, и еще один у нас аркан, который будет говорить, посмотрите, справедливость. Два, по сути дела, аркана, но в двух разных колодах, когда такое происходит в моем прогнозе. Это как уже сам по себе знак судьбы. Тут и правда вам судьба будет возвращать бонусы за, может быть, какие-то прежние переживания, за то, что вы кому-то, знаете, помогали, участвовали, а вас даже, может быть, не оценили. Вот здесь выравнивается, именно выравнивается какая-то конфигурация невидимая. Когда, к примеру, руками других людей к вам приходит помощь, а те люди, которые вам, скажем, досаждали или перекладывали на вас меру ответственности, или пытались манипулировать, они в это время просто будут заняты. Им судьба поставит другие вопросы, которые они уйдут с головой и будут вынуждены решать, поверьте. И я, кстати, могу даже так сказать. Кому-то из ваших обидчиков может быть не очень хорошо. И обратиться некому, и к вам этот человек обратится снова. Поэтому делайте правильные выводы. Закон кармы работает. Причина и следствие. И это что будет дальше? То есть это не буквально с 10 по 20. Ну, давайте мы узнаем, жизнь личная, что ждет, а тут какие-то приятные эмоции. Может быть, я не исключаю, кстати, как комплименты, подарки, знаки внимания. Ну, мои дорогие рыбы и рыбки, это уже ваш, в общем-то, месяц, поэтому здесь какие-то бонусы, приятности. Очень добрая карта, добрые эмоции. А сама по себе радость, душевное тепло, причем и искренние люди. Я понимаю, что мы все разные, но для тех, кто один или одна, значит, все равно есть возможность, или пусть вы впервые задумаетесь, да, аркан-отшельник, а так ли уж мне нужно мое отшельничество, может быть и так. Для кого-то из вас, для тех, кто в паре, например, здесь правда что-то такое очень приятно, душевное будет. Ну а для тех, кто в сложных отношениях, возможность помириться, безусловно. Что ждет в финансах? Вот смотрите, главное, две карты, опять же. Королева чаш, я говорила, это какой-то бесконечный, бескрайний альтруизм, который перерастает в ожидание, в самопожертвование. Вот этого ничего быть не должно. По королеве чаш это касается финансов. Будьте внимательны к финансам, вот я только одно скажу. Тут не про созерцание, тут про практику. Тут именно про просчет. Просчет имеется в виду математический просчет на калькуляторе, не знаю, на бумаге. Вот здесь точно нельзя замечтаться, потому что на вас, как ни странно, на финансы много эмоций. А вот хочется спросить, это вообще что такое, с чем это едят? Вам кому-то сказать нет. Может быть, и себе сказать нет, увести себя самого от какой-то, ну, ненужной покупки, ненужной траты. А правда, по ретро-меркурию, даже если мы что-то потом купим, а потом думаем: "А нахиба я это купила? А зачем мне это надо?" Ну, вот и правда. Вот ты что-то купила, импульсу поддалась, потом пришел домой, думаешь, покрутил в руках, думаешь: "Что это такое?" А потом или, к примеру, да, такой вариант, приобрел, а он вышел из строя. Поэтому какие-то серьезные покупки, наверно, ну, по крайней мере, после 20 хочется сказать. Ну, давайте еще одну карту достанем. Карта мир, 21 старший аркан, все равно добрая энергия. Вот знаете, я бы сказала так, с учетом особенно шестерки пентаклей.
пусть не в этой колоде, но эта карта, она говорит именно шестерка пентаклей, карта финансового успеха, что энергии у вас сейчас таковы, когда вам как будто идут в руки ресурсы, в том числе финансовые, но есть желающие, чтобы эти ресурсы взять или чтобы вы с ними поделились. И карта, вы знаете, так жестко говорит: помни, рука дающего сегодня завтра может стать рукой просящего. Берегите себя, берегите финансы, и тогда вы будете более довольны, более радостны. Тогда, знаете, какой-то внутренний гомеостаз в нашем организме. Или больше радости, больше стабильности, больше уверенности. Ну вот как-то по финансам, наверное, будет так. Правильнее. По вашим достижениям. Как будто нужно либо получать какой-то, может быть, документ. Иногда это новая команда, работа в команде, может быть, это какой-то новый проект. Иногда мы учимся, у кого-то, может быть, и правда зачеты, экзамены, карта экзамена, иногда жизненного экзамена. И она будет говорить, что действительно вот это как тот период, когда я сказала, прошлое вроде бы и возвращается, но именно для того, чтобы мы что-то переиграли, реорганизовали, передумали и завершили. Есть тут то, что вы завершите. Но в это время и закладывается фундамент нового жизненного цикла. И по тройке пентаклей это новые планы, новые горизонты, новые люди и новые проекты. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я вас благодарю за вашу душевность, за ваше участие и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, люблю искренне. И вы будьте счастливы, мои дорогие, будьте любимы всегда.